Всем привет! Вы на канале Psynergy Life, и в этом видео мы поговорим о том, как правильно спорить с родителями. Каждый из вас сталкивался с ситуацией, где вроде бы хотел просто доказать свою точку зрения родителям, но вместо этого разгорался скандал, казалось бы, на ровном месте. Но зачастую мы не замечаем, что именно в нашем поведении провоцирует родителей закончить разговор преждевременно. И вместо того, чтобы добиться положительного результата, мы натыкаемся на родителя, который за считанные минуты превратился в колючий кактус. Так вот, прежде чем начать спор с родителями, вам стоит кое-что узнать. Первое. Спорь только дома. Как бы тебе сильно не хотелось поспорить здесь и сейчас, находясь в магазине, парикмахерской или где-то еще вне дома, держи себя в руках. Если ты даже и начнешь спорить, приводя очень много серьезных доказательств своей правоты, то родитель, скорее всего, на 99% не даст тебе возможности оказаться правым или выйти победителем в этом споре. Его будут окружать и другие люди, конечно, он будет чувствовать себя неуютно, и говорить все, что он посчитает нужным, у него не получится. Поэтому родитель оборвет разговор буквально в первые 2 минуты. А что может быть хуже? Так это если спор ваш услышат другие взрослые, то с вероятностью 85% кто-то начнет встревать и, как говорят, вставлять свои 5 копеек, которые тебе могут не понравиться. Например, «Да как ты разговариваешь со своей мамой, так нельзя, ты не прав» и так далее. Если тебе не хочется слушать чужие нравоучения незнакомых тебе людей, то научись, если и спорить, то только в стенах вашего дома, чтобы ни у кого не было возможности залезть не в свое дело. Второе. Говори спокойно. Старайся не повышать тон на родителя во время спора, насколько бы тебя не возмущал тот или иной вопрос. Почему? Когда ты повысишь тон, надеясь, что таким образом мама или папа тебя услышат, сработает обратная реакция. Вместо того, чтобы выслушать тебя, твое слово, мнение, они обязательно постараются тебя перекричать и показать свое превосходство, авторитет и кто главный в семье. Сопровождая это такими фразами: «Да как ты с матерью разговариваешь? Да как ты смеешь? Еще не дорос, чтобы голос на меня повышать». И как следствие ты получаешь наказание за неуважение родителей. Поэтому контролируй свою тональность. Не кричи и не мямли. Разговаривай нормально. Примерно так же, как когда говоришь другу, как подготовить реферат на урок истории. Третье. Спорь крайне редко. Этот пункт касается любого спора, но с родителями особенно. Если ты часто будешь спорить со своими родителями, то у них сложится впечатление, будто ты споришь ради спора. То есть по барабану почему спорить, главное это делать долго и эмоционально. Тебе же нужно спорить исключительно по тем вещам, которые, на твой взгляд, кажутся абсурдными. К примеру, тебе 16 лет, а родители считают, что гулять ты можешь только возле парадной перед вашим окном, чтобы тебя было видно. А ты хочешь, чтобы тебе было разрешено гулять на стадионе, который находится через 2 дома. И нужно будет родителям объяснить без криков, воплей и соплей, что в твоем возрасте гуляют не только на стадионе, но и выезжают в город компанией погулять. Тут желательно сказать, что когда тебе было 12, то ты согласен был с ними, что нужно гулять возле дома, и это было правильно. Но сейчас в свои 16 нет, неправильно. Четвертое. Изучи вопрос вдоль и поперек. Прежде чем затевать спор с родителями, в первую очередь ты должен подготовиться. Нужно собрать как можно больше весомых аргументов в свою пользу, изучить как можно больше информации из интернета, найти психологические форумы, где подростки задавали уже подобные вопросы и получили на них ответы. В любом случае, самое главное – это быть подготовленным до спора. Не пытаться говорить «вот я слышал, так люди говорят», а сослаться на уважаемого психолога, учителя или профессионала в своем деле. Родители – это не монстры, живущие под кроватью, а твои самые родные люди. Если ты хочешь, чтобы ваш разговор продолжился более 10 минут, то нужно будет объяснить родителям свою точку зрения как взрослый человек. Например, ты хочешь, чтобы тебе купили компьютер. И объясняешь почему.
Я смогу готовить рефераты, я смогу скачивать книги и статьи, изучать что-то новое. Я меньше буду портить глаза, в отличие от телефона, будет экран побольше. Я смогу научиться редактировать фото и видео. В университете, колледже мне понадобится делать курсовые работы и презентации. А до этого момента я смогу научиться это делать. 5. Говори после родителей и не перебивай. Ты, конечно, спросишь, почему им можно, а тебе нет. Ну, во-первых, они старше и тебя воспитывают, а не ты. Во-вторых, если ты начнешь перебивать и еще добавишь ошибку из пункта 2, то спорить будет уже нечем. Ваш разговор закончится намного раньше, чем ты бы мог предположить. Родители воспринимают такое поведение, как ты себе позволил слишком много, и нужно тебя сейчас же приструнить. А сделать они это могут только наказанием. Поэтому выслушай их точку зрения, скажи свою, снова выслушай и дай им договорить. При таком условии родители будут видеть, что ты готов с ними идти на контакт. Как сам говорить, так и их слушать, уже как взрослый. 6. Не закатывай глаза. Чем демонстративнее ты покажешь свое нежелание слушать мысли своих родителей, тем быстрее они отплатят тебе той же монетой. Перестанут слышать тебя и твои пожелания. Мало того, такой разговор может превратиться в мамино или папино нравоучение и затянется минимум на несколько часов. Причем с чего начался спор, они могут даже и не вспомнить. Появится просто пунктик, как прочитать тебе лекцию о правильном поведении с родителями. Охи и вздохи тоже к этому относятся. Таким поведением ты лишь сможешь показать свое неуважение и незаинтересованность слышать других. 7. Компромиссы. Будь готов на то, что придется в некоторых вещах родителям уступить. Даже не в некоторых, а большей части. Так они научатся к тебе прислушиваться потихоньку. Не пытайся добиться всего и сразу. Например, ты хочешь гулять не до половины 9, а до 11. И твои родители тебе предлагают вариант «хорошо, до 10». В этом случае тебе стоит согласиться на условия родителей. Потому что, пытаясь добиться прогулок до 11, с напористостью здесь и сейчас, родители могут оставить все как есть. Не хочешь до 10? Гуляй, значит, как и раньше, до половины 9, чтобы был дома как штык. Подумай, почему родители не хотят тебя пускать гулять до 11. Может, дело не только во времени, что это поздно, а может, дело в том, что ты будешь гулять, не сделаешь уроки, не поможешь по дому, и такого исхода они явно не хотят. Поэтому соглашайся на их вариант, пускай это не совсем то, что ты хотел, но все же лучше, чем то, что у тебя есть сейчас. Чуть позже ты сможешь еще раз попытаться передвинуть время в большую сторону для своих прогулок. Но учти, чем больше ты хочешь от родителей, тем больше они захотят, чтобы ты вел себя как взрослый, а значит и обязанности увеличатся, как у любого взрослого. Просто будь к этому готов. 8. Не кривляйся, не корчи рожицы. Я понимаю, что это не произвольная гримаса. Просто она выдает твое реальное отношение к родительским словам, и это тебе не помогает в споре, а наоборот. Родители, когда замечают такую твою реакцию, начинают еще больше злиться и на подсознательном уровне закрывают себя так, что не слышат ни тебя, ни твои аргументы. А тебе явно нужно не это, так? 9. Подумай, а потом говори. В момент родительского непонимания они могут кидаться такими фразами: «Яйца курицу не учат, подрастешь, вот тогда и поговорим, разговор окончен». Поэтому, чтобы на них не нарваться, прежде чем что-то сказать в ответ, 2 раза подумай. Я знаю, что в первое время будет сложно, знаю. Но поверь, если ты в ответ на эмоциях не скажешь такую фразу: «Да что вы понимаете, время сейчас не то, вы учились 300 лет тому назад» и тому подобное, это тебя спасет. Потому что на такие фразы родители реагируют молниеносно. Еще раз повторюсь, сначала думай, потом говори. Может, какие-то вещи, которые звучат в твоей голове родителям, попросту слышать им не стоит. Думаю, ты понял, о чем я. 10. Подготовь ответки-защитки. Ты же лучше знаешь своих родителей, чем кто-либо другой. А значит, ты знаешь, что они могут сказать тебе неприятного. Придумай такие ответы в свою защиту, чтобы и родителей не обидеть,
И в то же время не дать им возможности сказать тебе: ты пока не понимаешь, чего хочешь, я лучше знаю, чего тебе надо. Твоя же задача убедить родителей в обратном, что ты знаешь, что хочешь, и оценил, какие после этого будут изменения. Что то, что ты хочешь, для тебя хорошо, а не плохо. 11. Поставь себя на место родителей. Это очень хороший пункт и самый тяжелый из всех, потому что представить себя на месте родителей, у которого есть ребенок твоего возраста, и ты должен его правильно воспитать. А как бы ты отреагировал на такой спор со своим ребенком, а почему поступил бы по-другому, а если бы все позволял, было бы это правильно? Хорошим бы это закончилось? Поэтому, если ты пока не готов ставить себя на место родителей, пропускай этот пункт, ничего страшного. Значит, чуть позже вернешься к нему снова, когда будешь готов. И что мы еще хотим сказать? Все эти рекомендации касаются вполне адекватных просьб. Когда тебе 17, а тебя не пускают на стадион, когда тебе 15, а тебе предлагают носить папины старые кроссовки ужасного качества, когда тебе 14, а твое мнение не учитывается. Например, должна приехать твоя тетя, и ее собираются поселить в твоей комнате. И тебя поставили перед фактом, мол, будет так, как я сказала. А должно было быть: к нам собирается приехать твоя тетя. Ты не против, если она пару дней поживет в твоей комнате? Ну а с вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, что вы для себя подчеркнули из нашего видео. Ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.